Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня будем вязать легкую ажурную шапочку крючком. Шапочку вязала на обхват головы 54-56 сантиметров. Плотность вязания получилась примерно 17 петель по ширине на 9 круговых рядов по высоте, это 10 на 10 сантиметров. Вязание начинаем сверху от макушки и продолжаем вниз до конца шапки. Для вязания беру крючок 4,5 мм и нитки двух контрастных цветов. Для шапки нужно взять 50 грамм серых и 50 грамм красных ниток. Берем серую нитку и делаем воздушную петельку. Теперь провязываем еще 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Получилась цепочка из 5 воздушных петель. Теперь эту цепочку нужно замкнуть в кольцо. Для этого заходим в первую петельку, захватываем рабочую нить, протягиваем через первую петельку и через последнюю. Все, колечко замкнули. Это был нулевой ряд. Для перехода на первый ряд нужно сделать 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Теперь нужно по кругу этого колечка связать 14 столбиков с одним накидом. То есть мы в каждую петельку будем делать по несколько столбиков с одним накидом. И таким образом вязание у нас будет расширяться. В первую и третью петельку мы делаем 4 столбика с одним накидом. Во вторую и в четвертую мы делаем 3 столбика с одним накидом. Итак, делаем накид. Заходим в первую петельку. Захватываем рабочую ниточку. Провязываем один раз, провязываем второй раз и провязываем третий раз. Это у нас получился один столбик с одним накидом. Это был первый столбик, значит в эту же самую петельку нужно сделать еще 3 столбика. Делаю накид, захожу в эту же самую петельку, вытягиваю рабочую нить. На крючке образовалось 3 петельки. 1, 2, 3. Захватываю рабочую нить, прохожу через первую петельку, снова захватываю рабочую нить, прохожу через 2 вместе и снова захватываю рабочую нить, прохожу через 2 вместе. Вот, я сделала уже 2 столбика с одним накидом в одну петельку. И сделаю еще таких же 2 столбика в эту же самую петельку. Накид, вытягиваю рабочую нить. Прохожу один раз, второй раз и третий. 3 столбика и еще один в ту же самую петельку. Прохожу один раз, второй, третий. Вот смотрите, что у нас получилось. В первую петельку я сделала 4 столбика с одним накидом. Вот у нас идет цепочка из воздушных петель. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Во вторую петельку я буду делать 3 столбика с одним накидом. Накид. Заходим во вторую петельку. Захватываем рабочую нитку. И делаем столбик с одним накидом. Это первый столбик. Снова делаем накид. И в ту же самую петельку заходим, делаем второй столбик. Раз, 2, 3. Это второй столбик. Снова набираю накид и в ту же самую петельку захожу, чтобы сделать третий столбик. 1, 2, 3. Вот смотрите, что у нас получилось. В первую петельку я сделала 4 столбика, во вторую петельку я сделала 3 столбика. 1, 2, 3. Продолжаю вязать дальше по кругу. Итак, как видим, у нас образовалось 4 отверстия, то есть 4 вот этих петельки, в которые мы провязывали столбики. В первую петельку мы провязали 4 столбика, во вторую петельку 3, в третью 4 и в четвертую петельку 3 столбика. В итоге по кругу должно получиться 14 столбиков с одним накидом. Давайте проверим.
Первая это цепочка у нас из воздушных петель. Дальше идет первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14. Все верно. Теперь я беру ниточку другого цвета, конец нити беру в правую руку и наматываю на палец левой руки. Теперь нужно соединить правую и левую сторону вязания. Для этого нужно сделать вот сюда в третью петельку соединительный столбик. Отсчитываю 3 петельки. 1, 2, 3. Вот сюда в третью петельку я ввожу крючок. Захватываю красную ниточку, вытягиваю один раз и протягиваю через рабочую петельку. Подтягиваю красную ниточку и подтягиваю серую ниточку. Все, первый ряд окончен. Для перехода на второй ряд нужно сделать 3 воздушных петли красной ниткой. 1, 2, 3. Следующий весь ряд по кругу я вяжу полностью красной ниткой. Нужно сделать по кругу 28 столбиков с одним накидом. Вязать будем за обе полупетли. Объясню, что это такое. В каждой петельке есть 2 полупетли. Вот передняя и задняя. Мы вяжем не за заднюю полупетлю, как это бывает в вязании, а вяжем за обе полупетли. То есть крючок будем вводить вот сюда. Вот таким образом. За 2 полупетли. Итак, набираю накид, захожу в первую петельку, захватывая обе полупетли, вытягиваю рабочую нить и провязываю первый столбик с одним накидом. Снова набираю накид и в ту же самую петельку захожу, делаю второй столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Вот я сделала в первую петельку 2 столбика с одним накидом. Теперь то же самое повторяю по кругу, то есть каждая петелька будет удваиваться. Накид, захожу во вторую петельку, первый столбик с одним накидом и снова накид, в ту же самую петельку, второй столбик с одним накидом. Дальше вяжем по кругу самостоятельно. Итак, я провязала второй ряд. Теперь необходимо сосчитать, сколько столбиков получилось по кругу, для того, чтобы проверить, не сбились ли мы во время вязания. Напоминаю, во втором ряду должно получиться 28 столбиков с одним накидом. Теперь я делаю соединительный столбик в третью петельку. 1, 2, 3. И вот сюда делаю соединительный столбик. Все, второй ряд окончен, перехожу на третий ряд. Третий ряд, так же как и второй, вяжу красной ниткой. Делаю 3 петли подъема. 1, 2, 3. В этом ряду нужно сделать по кругу 42 столбика с одним накидом. Для этого буду удваивать каждую вторую петлю. То есть в первую петельку я делаю 1 столбик с одним накидом. Во вторую петельку я буду делать 2 столбика с одним накидом. Первый. И в эту же петельку второй столбик с одним накидом. Напоминаю, в первую петельку я сделала 1 столбик с одним накидом, во вторую петельку я сделала 2 столбика. Продолжаю точно так же по кругу. В эту петельку делаю 1 столбик, в следующую петельку сюда делаю 2 столбика. Первый и сюда же второй столбик. Итак, 3 ряда окончено. Напоминаю, что в третьем ряду по кругу должно получиться 42 столбика с накидом. Для окончания текущего ряда беру нитку серого цвета. Захожу крючком в третью петельку предыдущего ряда. 1, 2, 3. Захватываю серую нитку и протягиваю ее через 2 петельки. Теперь подтягиваю красную нить. Набираю 3 воздушных петельки серой ниткой. 1, 2, 3. И сейчас буду вязать по кругу серой ниткой 4 ряд. В четвертом ряду нужно сделать 56 столбиков с одним накидом. Для этого буду удваивать каждую третью петлю. Делаю накид, захожу в первую петельку, провязываю 1 столбик с одним накидом. Снова делаю накид и захожу в следующую петельку. Провязываю еще 1 столбик с одним накидом.
Снова делаю накид и захожу в третью петельку. Провязываю 1 столбик с одним накидом. Итак, я провязала 3 столбика с одним накидом в каждую петельку. Третью петельку нужно удвоить, значит сюда я провязываю еще 1 столбик с одним накидом. Захожу сюда же и делаю столбик с одним накидом. Продолжаю по кругу то же самое. Накид, в следующую петельку 1 столбик. Снова накид, в следующую петельку 1 столбик. Снова накид. В третью петельку будем делать 2 столбика с одним накидом. Первый. Накид. И сюда же делаем второй столбик с одним накидом. Итак, вот что у нас вышло. Первые 2 петельки по 1 столбику, третья петелька 2 столбика. Снова 2 петельки по 1 столбику и третья петелька 2 столбика. Точно так же продолжаем по кругу. Итак, я провязала по кругу 56 столбиков с одним накидом. Теперь перехожу на следующий ряд. Для этого делаю соединительный столбик в третью петлю. 1, 2, 3. Захватываю рабочую нить и соединяю. Делаю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И буду вязать по кругу 68 столбиков с одним накидом. Для этого буду удваивать каждую 4-ю и 5-ю петлю поочередно. Дальше вяжем по кругу самостоятельно. Итак, я только что провязала по кругу 68 столбиков с одним накидом. Теперь беру красную нитку и делаю 1 соединительный столбик в третью петлю. Захожу в третью петельку подъема предыдущего ряда, захватываю красную ниточку, вытягиваю и протягиваю через последнюю петлю. Серую нитку подтягиваю и продолжаю вязание красной ниткой. Следующий ряд вяжу фантазийным узором. Делаю 1 воздушную петельку. И теперь нужно провязать 4 столбика вместе в третью петельку от края, то есть вот сюда. 1, 2, 3, вот в эту петельку. Для этого я делаю накид, захожу в третью петельку, провязываю 1 раз, провязываю 2 раз и оставляю пока столбик не провязанным до конца. Набираю следующий накид, в эту же самую петельку захожу и вытягиваю рабочую нить. Снова провязываю 1 и 2 вместе. Получилось 2 столбика не провязанных до конца. Набираю следующий накид, снова захожу в ту же самую петлю, вытягиваю рабочую нитку, провязываю первую петельку и 2 вместе. Получилось 3 столбика не провязанных до конца. Набираю накид и делаю 4-й столбик не провязанный до конца. 1 и 2 вместе. Вот у нас что получилось. Первая петля основания и 4 столбика не провязанных до конца. Их нужно провязать вместе. Для этого захватываю рабочую нить и провожу ее через все петельки. Получился вот такой выпуклый столбик. Теперь вяжу 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваю вязание и делаю 1 столбик без накида вот в эту петельку. То есть это следующая петля, которая идет сразу за вот этими столбиками. Делаю сюда столбик без накида. Вот что у нас получилось. Такой своеобразный лепесток. Таких лепестков нужно сделать в этом ряду 17 штук. Покажу еще один раз. Накид. Нахожу третью петлю. 1, 2, 3. Завожу сюда крючок. Вытягиваю рабочую нитку. Провязываю первую петельку, провязываю 2 вместе. Это первый столбик не провязанный до конца. Снова делаю накид. Захожу в ту же самую петельку. Делаю второй столбик не провязанный до конца. Накид. Захожу в ту же самую петельку. Делаю третий столбик не провязанный до конца. Снова делаю накид и захожу 4-й раз в ту же самую петельку. Делаю 4-й столбик не провязанный до конца. Вот что у нас получилось. Первая рабочая петелька и 4 петельки не провязанных столбиков. Теперь через все эти петельки протягиваем рабочую нить. На крючке осталась 1 петля. Теперь провязываю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И присоединяю эту цепочку из воздушных петель в следующую петлю вот сюда, обычным столбиком без накида.
Вот, получился второй лепесток. Теперь вяжем по кругу самостоятельно, пока у нас не получится 17 таких лепестков. Итак, я связала по кругу 17 лепестков. Теперь нужно закончить этот ряд. Для этого я ввожу крючок в последнюю петельку и делаю соединительный столбик. Теперь делаю 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. И делаю по схеме еще одну петельку следующего ряда. Теперь нужно сделать полустолбик вот в эту арку. Для этого я завожу сюда крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю. На крючке образовалось 2 петельки, и теперь эти 2 петельки провязываю вместе. Провязываю воздушную петлю по схеме. И теперь буду делать один столбик с одним накидом вот в эту петельку. То есть петелька, которая расположена между лепестками. Завожу крючок сюда в эту петельку, вытягиваю, провязываю один раз, второй раз и третий раз. Получился столбик с одним накидом. Делаю еще одну воздушную петлю и буду делать полустолбик такой же, как я делала вот здесь. Завожу крючок под арку, захватываю рабочую нить и провязываю 2 вместе. Получился полустолбик. Снова делаю воздушную петлю. И теперь делаю столбик с одним накидом вот в эту петельку, которая расположена между лепестками. Накид. Завожу сюда крючок, захватываю рабочую нить, провязываю первый раз, второй раз 2 вместе и третий раз. Получился столбик с одним накидом. Продолжаю вязать по кругу точно так же, попеременно делая полустолбики и столбики с одним накидом, не забывая при этом между ними делать по одной воздушной петле. Итак, я довязала этот ряд до конца, теперь нужно сделать соединительный столбик серой ниткой. Беру серую нить, ввожу крючок в третью петельку, 1, 2, 3, захватываю рабочую нить и провязываю сквозь последнюю красную. Подтягиваю красную нить. И теперь делаю серой нитью 3 воздушных петли. Это петли подъема. Теперь буду вязать весь ряд столбиками с одним накидом. Это у нас 8-й ряд. Здесь нужно равномерно по кругу добавить 12 столбиков с одним накидом, чтобы в итоге получилось 80 столбиков с одним накидом по кругу. Для этого буду удваивать каждую 6-ю и каждую 7-ю петлю попеременно. Вяжем до конца по кругу самостоятельно. Итак, я провязала по кругу 80 столбиков с одним накидом. Теперь делаю соединительный столбик в третью петлю. 1, 2, 3. Ввожу крючок, захватываю нить и провязываю столбик. 8-й ряд окончен, перехожу на 9-й. Вяжу 3 воздушные петли. И теперь так же, как и в предыдущем ряду, буду вязать столбики с одним накидом. 9-й ряд буду вязать так же само, как и 8-й. То есть буду делать прибавление в 6-й и в 7-й петле. В конце должно получиться 92 столбика с одним накидом. Итак, я провязала 9 рядов. Теперь беру красную нить и делаю соединительный столбик. Серую нитку подтягиваю. И теперь буду вязать красной нитью вот такие вот лепестки по схеме. Принцип вязания тот же самый, поэтому я показывать не буду. Таких лепестков по кругу должно получиться 23. Итак, я провязала до конца 11 ряд. Делаю воздушную петлю. Теперь беру нитку серого цвета и буду присоединять последнюю петельку соединительным столбиком. Все, красную петельку я подтягиваю и перехожу на следующий ряд. Набираю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Весь следующий ряд я вяжу столбиками без накида, не прибавляя ни одного столбика. Так вяжу по схеме по кругу, пока не закончу весь ряд. Итак, я провязала по кругу 92 столбика с одним накидом. Теперь заканчиваю ряд соединительным столбиком. И делаю 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. Начинаю вязать 13 ряд. В этом ряду нужно равномерно по кругу добавить 8 петель, чтобы получилось 100 столбиков с накидом. 13 ряд окончен. Я провязала по кругу 100 столбиков с одним накидом. Теперь беру нитку другого цвета и провязываю соединительный столбик. Подтягиваю серую нить. И теперь буду 2 ряда вязать фантазийным узором, так же как мы вязали здесь. Прибавления в этих рядах делать не нужно. В этом ряду должно получиться 25 лепестков. Лепестки вяжем аналогично, как мы вязали в предыдущих красных рядах.
Итак, я провязала 15 рядов. Теперь делаю серой ниткой один соединительный столбик. Красную нитку подтягиваю и делаю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Теперь провяжем по кругу еще 2 ряда серыми, 2 ряда красными узором и снова 2 ряда серыми. И на этом шапку закончим. Для закрытия края нужно провязать один ряд полустолбиками с накидом. Для этого делаю одну воздушную петлю подъема, набираю накид и захожу в следующую петельку. Вытягиваю рабочую нитку и провязываю все 3 петельки вместе. Снова делаю накид и захожу в следующую петлю. Вытягиваю рабочую нитку и провязываю 3 вместе. Точно так же продолжаю вязать до конца ряда. Последний ряд окончен. Теперь делаю соединительную петельку. Нитку обрезаю и вытягиваю. Теперь конец ниточки прячу в середину вязания. Ажурная шапка, вязаная крючком, готова. В следующем уроке я покажу, как этой же самой вязкой связать шарфик. Ссылку на следующее видео я оставила внизу. Если вам понравился мой урок, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!